Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот классный, красивый чемоданчик. Алюминиевый чемодан. С замочками, с ручками, все дела. Даже с ножичками такими пластиковыми. Значит, чемодан приехал от фирмы Альсом. И в чемодане у нас, друзья, судя по фрезеру, вы уже поняли, что здесь у нас большущий набор фрез. Вот так это, друзья, все выглядит. Сейчас я, наверное, покажу, сниму камеру поближе. Ну и вот, друзья, вот такой большущий набор, состоящий из 100 фрез, ко мне приехал. Просто шикарно. Значит, все основания фрез у нас идет 6,35. В наборе я заметил такую картину, что наблюдается количество фрез одного типа по 2-3 фрезы. То есть, смотрите, допустим, 7/16 у нас. Раз, два, три штуки. 3 фрезы одинаковые. Есть по 2. Вот, допустим, эти ласточкины хвостики у нас тоже по 2. Видите, 1, 2, 2. 9/16 тоже 2. Ну и так почти все фрезы. Ну а сейчас с вами попробуем, наверное, пару штук. Так как все фрезы не перепробуешь. Пару штук я нарезал вот брусочков. Ну, таких вот, такой длины, я думаю, будет достаточно, чтобы посмотреть, как наши фрезы режут. Значит, в комплекте есть аж 4, по-моему, ключика. Да, 4 ключика вот, для смены подшипников. Как я уже сказал, все фрезы у нас, друзья, идут на 6,35 основания. Вот, ну и вот такие вот кромочки. В принципе, для бытового использования лучше, как говорится, и не нужно. Подшипники не имеют люфта, пока не имеют. Ну, время, как говорится, покажет. Как же тебя сфокусировать-то? Вот. Все крутится, все шикарно, все красиво. Вот, одной фрезы вы видите уже здесь нет. Я ее установил, друзья, уже на фрезер. Ну и сейчас попробуем, что нам покажут эти фрезы. Попробуем, как я уже сказал, там 3-4 штучки. Поехали. Так, друзья, будем пробовать, наверное, на максимальных оборотах. Итак, понеслись. Дерево немножко сыроватое, но даже так получается очень классный результат. Сейчас я покажу поближе. Вот такой вот результат у нас получился. Все просто шикарно. Едем дальше. Выберем какую-нибудь еще фрезу. Значит, друзья, выбрал я такую вот фрезу. Сделаем паз. Посмотрим, как будет грызть она. Вперед. Просто шикарно получается. Вот такой, друзья, получился паз. Такой глубины. Все шикарно, чистенько, гладко. Просто классно. Ну что, едем дальше. Установил такую фрезу. Просто хочу, наверное, все фрезы испытать с подшипниками, так как все пазовые фрезы мы с вами испытали, как работает. Ну, не все, а некоторые из моих фрез мы испытали в прошлом видео, в обзоре данного агрегата. Ну что, погнали смотреть.
Итак, друзья, получилась вот такая вот история у нас. Тоже все, видите, гладко, шикарно, отлично. Этот брусок клееный, поэтому где-то местами я слышал, как бы были подрывы. Но самих подрывов я не наблюдаю. Есть в конце вот подрыв. И что-то тут тут сучок. Угу. Вот так это все дело работает. Просто классно. Для бытовых нужд офигенно. Едем дальше. Сейчас посмотрим на вот такую, друзья, фрезу. Обалденно. Вот такая, друзья, получилась история. Опять же, все чисто, гладко, ровно. Ну и вот такой профиль. Плохо видно, солнышко светит, все засвечивает. Ну, я надеюсь, вы увидели. Что, попробуем, наверное, какую-либо пазовую фрезу теперь. Итак, выбрал я такую вот пазовую фрезу. Посмотрим, что получится. И вытянул ее примерно на 15 миллиметров. То есть дам нагрузку. Поехали. Да, друзья, трудновато, конечно, фрезе брать такую глубину. Сейчас покажу. Вот такая глубина получилась. То есть я всегда топлю за то, что потихонечку, за несколько проходов, и получится все чисто. Вот, а так у нас получились, видны, видите, такие зарезки от фрезы, вот где я притормаживал. Поэтому лучше брать поменьше. А если уже надо сильно глубоко, то лучше уже использовать, конечно, большой профессиональный фрезер. Все, друзья, на этом, я надеюсь, показал хоть что-то для общего понимания, что это за фрезы. Вот, фрезы, в принципе, как я уже сказал, для бытовых нужд просто отличные. Можно спокойно покупать. Тем более, смотрите, набор этот стоил $108. Получается 100 фрез всего лишь по доллару фреза. Ну и, наверное, $8 сам чемодан. Вот, ссылку я, друзья, оставлю, как всегда, в описании к этому видео. А теперь хочу проститься. Всем здоровья, удачи, пока. Ты заходи, если что.